Приветствую вас на канале Техревизор. Сделал подборку лучших наушников для гейминга в 2023 году. Попало в топ-6 моделей для разных вкусов, бюджетов и предпочтений. Есть как простые варианты с минимумом необходимого для хорошего звучания, так и более замороченные с несколькими режимами подключения, съемными микрофонами и навороченными параметрами. Скажу сразу, цены наушников отличаются не кардинально, но прям бюджетной модели стоимостью до 5000 рублей сюда я добавлять не стал. Для таких гарнитур я сделал отдельный рейтинг бюджетных наушников. Можете глянуть его, если интересно. Ну а мы разберемся с тем, что нам предлагает рынок из сегмента подороже. Перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал, чтобы посмотреть еще какие-нибудь актуальные для вас рейтинги техники. Итак, на шестом месте топа SteelSeries Arctis Prime. Тут я не скажу, что последнее место за самой бюджетной моделью с минимумом функционала и со средним качеством звучания. По итогу у меня сложилось мнение, что это хороший вариант для опытных геймеров, которым важно не просто слышать всю игровую сцену, но и более детальные моменты типа шагов, стрельбы с определенной стороны, позиционирования соперника и всего такого. Подключаются наушники по мини-джек на 3,5 мм. В первую очередь это значит, что вообще без каких-либо проблем можете подключать эти наушники к любой технике, от телефона до приставки. Конечно, и по USB можно подключаться, но иногда для этого понадобятся переходники и лишние действия. Здесь же все просто и быстро. По характеристикам я примерно понял, что ожидать от этих наушников в плане звучания. По импедансу, другими словами сопротивлению, параметр базовый 32 Ома. Но на частотах производитель решил выделиться среди конкурентов и в характеристиках указал диапазон от 10 Гц до 40 кГц. Нам это не дает никакого преимущества, так как на деле таких показателей и вовсе нет. Излучатели тоже стандартные, диаметром 40 мм. По итогу все это выдает качественное звучание на средних и высоких частотах. Басов здесь точно не завезли, но оно и к лучшему, так как нет никакого давящего на голову бумканья и хрипения. В общем, для музыки эти наушники подойдут хуже, но для игр и четкого позиционирования в них в самый раз. При этом на голове они сидят удобно, а оголовье регулируется, не давит, амбушюры мягкие. Можно играть часами. Пятое место занимает Razer Kraken V3. В некоторых моментах эти наушники обошли прошлое SteelSeries. По техническим параметрам не заметен какой-то серьезный апгрейд, но есть и другие детали, которые зарешали. Так, наушники имеют тоже сопротивление 32 Ома. Это говорит о той же чувствительности на базовом уровне. Над частотами Razer особо колдовать не стали и сделали диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Без лишних громких заявлений. Геймеру все равно больше и не нужно, но вот излучатели тут поприличнее. Они и побольше в диаметре 50 мм и сделаны по технологии с использованием диафрагмы с титановым покрытием. Благодаря этому наушники отлично звучат и на низких, и на средних, и на высоких частотах. А плюс к этому проработанные мягкие амбушюры с гелевым наполнителем, и получается хорошее звучание не только в играх, но и при просмотре фильма, прослушивания музыки. Плюс технология объемного звучания 7.1 добавляет басов и низких частот для полного погружения. Конечно, меломанам, которые протестили десятки разных топовых наушников, такой бас не понравится из-за слишком выраженного бумканья. Но для геймера это только добавляет эмоций во время перестрелки и зарубы. Поэтому придираться никто к этому не будет. На голове сидят тоже без проблем. Уши не потеют, а головья не давит, хоть они и с металлической пластиной внутри. Приятная дышащая эко-кожа с мягкими подкладками. Настроенная регулировка под себя, и никакого дискомфорта во время игры ощущаться не будет. Также похвалю микрофон, отсоединяемый шумодавом. По Дискорду играть с Тимой можно будет без проблем и тонких настроек. Все хорошо слышно. На четвертом месте стоит Sony Inzon H3. Не такая популярная модель среди всяких Razer, SteelSeries, Logitech, но, как по мне, совершенно незаслуженно. Они тоже хорошо сидят на голове за счет мягких подкладок на оголовье и тканевых амбушюров, сделанные из хорошего пластика с адекватным микрофоном. Единственный минус – микро несъемный, но голос передает хорошо, без искажений и лишних помех. Ну и есть всего одна кнопка для регулировки уровня громкости, но это детали индивидуальные для каждого. Кто-то без этого играть не может, а кто-то и не знает, зачем там эти кнопки, когда все и без того удобно переключать.
Подключается гарнитура по мини-джек. В комплекте идет переходник для меньшей мороки. Мелочь, а приятно, чтобы лишний раз не возиться. Сопротивляется при этом на все 35 Ом. Частотный диапазон от 10 Гц до 20 кГц. Ну и диаметр излучателя не изменился, те же 40 мм. В общем, по технике это типичные игровые наушники. При этом выдают реально классное звучание в играх. Шаги, выстрелы, взрывы и другие эффекты слышно отчетливо. С определением позиции врага проблем не будет. Музыку тоже приятно слушать. Выходит точное звучание низких и средних частот. Высокие немного теряются, но это заметит разве что какой-нибудь меломан. Также есть возможность применить интересную технологию от Sony, которая позволяет по фотографии вашего уха создать специальный профиль для захватывающего звука именно ваших ушей. При этом не могу похвалить шумоподавление. Все-таки на низком уровне громкости вы можете слышать какие-то фоновые шумы с улицы или из другой комнаты. Но это ни капли не отвлекает от игры. Разве что к вашему уху не приставлен пылесос. На третье место поставил Logitech G435. На фоне прошлых позиций они выделились не за счет какого-то особенного звучания и отменных характеристик, а скорее за счет функционала. Первое и главное, чем вас могут заинтересовать эти наушники – 3 варианта подключения. Их можно подрубить и через USB по проводу, и через свисток по Wi-Fi, и через Bluetooth. В общем, выбирай не хочу. Подключаются беспроводные игровые уши. Конечно, у некоторых могут возникнуть сомнения из-за давней проблемы с задержкой звука, но Logitech G435 уж точно таким не страдает. В принципе, как и многие другие современные беспроводные наушники. Поэтому можно закапывать этот нюанс и не вспоминать о нем. По автономности наушники хороши, способны продержаться около 18 часов. Для этого их пришлось лишить подсветки, но, думаю, это не страшно. Все-таки лучше иметь возможность с комфортом пользоваться по беспроводному подключению, чем глазеть на подсветку, которой даже не видно в процессе. А так можно ими пользоваться и дома во время игры, просмотра кино, и где-нибудь в метро или по дороге на работу, учебу. Даже не придется в проводах запутываться. Ну а по звуковой составляющей они точно не огорчат. Все-таки не зря такие популярны. Хотя, как показал опыт Sony, не в этом дело. Здесь неизменными остались драйверы диаметром 40 мм и частотный диапазон. Сопротивление при этом стало посильнее – 45 Ом. Это значит, что наушники менее чувствительные, дают более чистый звук и меньше потребляют энергии. На второе место я поставил одну из лучших проводных гарнитур для игр по своему мнению. Corsair HS50 Pro. Что примечательно, по цене она получается даже дешевле некоторых прошлых позиций этого рейтинга. Если прошлые модели наушников вызывали у вас сомнения и чем-то не устраивали, то однозначно нужно покупать эти наушники. Само собой, если провод не преграда. Очень удобно сидят на голове, не давят на уши и в принципе не ощущаются при использовании. Это достигается за счет толстого слоя мягкой пены, эко-кожи и подушечки под оголовьем. В общем, на любой голове сидят без какого-либо дискомфорта и без проблем регулируются. Ну и звучат они также круто. 50-мм динамики, импеданс 32 Ома, широкий диапазон охватываемых частот и отличное шумоподавление создают объемное и чистое звучание. Для этого не нужно ничего шаманить в эквалайзере, искать подходящие фильтры и настройки. Просто подключайте к любому устройству наушники и наслаждайтесь звуком эффектов в играх. Более того, слушать музыку и смотреть фильмы точно такое же удовольствие. А так как проводное подключение происходит по мини-джек, то и никакие переходники, лишние провода не нужны. Микрофон у них съемный. Мало внимания в этом рейтинге я уделил ему, но на деле про него просто нечего сказать. Это же простой микрофон с шумоподавлением, который отличается какими-то незначительными мелочами от модели к модели. Со своей задачей, понятно и без помех передавать инфу, справляется любой, поэтому и говорить не о чем. В общем, есть все, что нужно геймерам. Первое место занимает HyperX Cloud Alpha Wireless. Это модель для барина, в котором бюджет совсем не важен, лишь бы звучание было офигенным и провода не болтались. Да, стоимость у них действительно пугающая. И для обычных любителей позалипать вечером после работы в танки или КС, это, возможно, не самая рациональная покупка. Но всякие киберспортсмены в удовольствии себе не отказывают. Но как раз беспроводное подключение и делает эти наушники уникальными, дорогими. И не просто потому, что они подключаются по свистку через Wi-Fi, а потому что способны проработать
использовать в таком режиме около 300 часов. Это вам не 18 часов, которые заявляют Logitech для своих G435. Это прям 2-3 месяца ежедневного задротства. Поэтому, если вам не хочется следить за уровнем зарядки батареи и подзаряжать ее каждую неделю, то вот вам максимальная автономность. Ясно, что звучат эти наушники на высшем уровне. Нужно ли перечислять характеристики? Так, конечно, не передать звучание, но хотя бы на фоне прошлых Corsair заметен апгрейд. Сопротивление здесь сразу в 2 раза сильнее, частотный диапазон немного шире, 15 Гц в минимум и 21 кГц в максимуме. На деле мы получаем нестандартную звуковую сцену с активным шумодавом стереозвучанием. Это легко погружает в игру с головой. При этом, само собой, и для музыки эти наушники отлично подойдут. Звучат они реально круто. За микрофон тоже ничего плохого сказать не могу. В голосовом чате вас точно будет слышно лучше всех. Для удобства, кстати, есть индикатор работы. И еще одна важная ремарка. Если вам очень понравились эти наушники, но выкладывать такую сумму нет желания, то есть проводная версия HyperX Cloud Alpha. По цене она получается, как и прошлая Corsair, поэтому перед вами может стоять действительно сложный выбор. На этом мой рейтинг подошел к концу. Ссылки с актуальными ценами на модели я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.